Привет, YouTube! И в этом году, в сентябре, мне исполнится 34 годика. С вас лайк, если не знали. И очень давно, лет 20 назад, в начале 2000-х, когда мне было 14-15 лет, я попалась на такой тупой развод и на e-бизнес, что мне стыдно даже признаться. Меня и мою маму развели на... по тем временам большие деньги с помощью нашего же ЧСВ. А все началось с того, что моя мама увидела рекламу о наборе желающих в модельное агентство. Типа как школу моделей под названием Види-Вичи. Типа пройди кастинг и гарантированно получишь контракт на съемку в рекламе, фильмах, сериалах и будешь зарабатывать кучу денег. И моя мама, как и все мамы, решила, что я самая красивая и перспективная, и отвела меня в эту школу. Я, к слову, выглядела как обычная девчонка-подросток, вот как-то так. И знаете, у меня далеко не модельный рост, мой рост 165 сантиметров, но тем не менее мне сказали, что я такая звезда, что на меня даже смотреть больно без очков. Но чтобы получить все-таки этот контракт, мне нужно пройти у них обучение. И моя мама платила какие-то бешеные по тем временам суммы, чтобы я ходила на занятия по актерскому мастерству и позингу. Ну а на деле на этих уроках мы занимались чем-то вроде «Встань, диточка, на стульчик и прочитай классу стишок». В итоге я сбежала из этой школы, деньги, естественно, никто не вернул, но моделью все стали только в своих влажных фантазиях. Зато то самое агентство Види-Вичи вместе с остальными такими же мошенниками числится во всех статьях разоблачениях и на форумах с компроматом еще десятилетней давности. Так сказать, пришли к успеху. И знаете, я об этой истории даже бы и не вспомнила. Но тут ко мне в бот девчонки-подписчицы начинают пачками присылать истории. Рассказывают. Сидишь, значит, в Инстаграме, в ВК, в ТикТоке, и выскакивает реклама. Типа, попробуй себя в модельном бизнесе. Пройди кастинг в сильнейшую школу моделей. Это твой шанс стать моделью. Обучение доступно всем, вне зависимости от пола, возраста и места жительства. Да даже больше. Моему другу упорно стучатся в директ и заманивают пройти кастинг. Типа, о боже, у тебя потрясающая внешность, приходи в агентство Verona Models. Сначала будешь зарабатывать 6000 рублей в день, а потом миллион. Мы сотрудничаем с Victoria's Secret и даже с журналом Бурда. Заманчиво, правда? И когда к вам приходят такие лестные сообщения, вы сразу представляете, что будет следующим образом. Вас из 1000, из миллиона заметил профессионал. Вы пройдете кастинг, потом бесплатное обучение, станете звездой, как Белла Хадид. Вся такая вся красивая, гордая, в белом пальто. Но эту теорию разбивает статистика недовольных. Только в моем боте для обращения висит куча жалоб именно на школу Verona Models. А если зайти в интернет и вбить фразу «агентство Verona», то среди первых запросов в поисковиках попадаются не громкие имена выпускниц агентства или какие-то крутые проекты, а отзывики, статьи с разоблачениями и инструкциями, как избавиться от кредита. И знаете, все даже доходит до того, что на сайтах некоторых юридических компаний висят статьи, как расторгнуть кредит в модельной школе Verona. Но давайте взглянем на Verona со стороны обычного пользователя. Заходим в Инстаграм-профиль и выясняем, что Verona Models – это модельная школа, которая преподает уроки позирования, дефиле, актерского мастерства и других навыков, которые могут пригодиться модели. А еще у них 26 тысяч подписчиков. Только вы знаете, в профиле почему-то накиданы обложки знаменитых журналов с мировыми моделями, которые не имеют никакого отношения к Verona Models. И по такому же принципу аккаунты реальных агентств выкладывают у себя свои обложки своих моделей. Я полистала профиль Verona, и, как мне показалось, среди постов с собственными учениками у Verona только студийные посты и парочка странных реклам. Ну а где же показы Victoria's Secret, обложки Бурды? Наверное, я невнимательно смотрела. Каждый вечер, когда город засыпает и темные силы выходят на охоту, во мне просыпается он. Человек-добавлятель в корзину. Он добавляет все, что видит, и говорит: понадобится, пригодится, куплю, когда будет скидка. И его невозможно остановить. Но потом произошло странное. Добавляю, а мне сверху прилетают монеты. 1, 2. Что за халява? А это, оказывается, на Алиэкспресс стартовала летняя распродажа с кучей выгодных бонусов. А до 29 августа на Алиэкспресс каждый сможет купить вещи, которые давно откладывал, со скидкой до 70%. И если у вас, как у меня, переполнена корзина, точно пора задуматься о покупке. Но прежде чем что-то купить, переходите на сайт кэшбэк-сервиса Мегабонус, чтобы сэкономить вдвойне. Здесь можно проверять изменения цены товара на Алиэкспресс и всегда знать, реальный продавец ставит скидки или нет. Мониторить доставку посылок, ну и, конечно же, получать кэшбэк со своих покупок.
В мегабонус на AliExpress на максимальном уровне в программе лояльности кэшбэк составит 6,46%. Это очень высокий процент. И также выгодно можно покупать еще в 2000 других магазинах по всему миру, от онлайн-кинотеатров до авиасейлс, и выводить свои накопления реальными деньгами на карту. Ну а чтобы еще больше сэкономить в эту распродажу на AliExpress и получить максимальный кэшбэк, применяйте вот этот промокод. Он действует на первые 9 покупок как для новых, так и для старых пользователей. Воспользуйтесь промокодом мегабонус прямо сейчас, ведь распродажа на AliExpress закончится 29 августа, а количество активаций ограничено. Все необходимые условия и ссылки смотрите в описании под видео. Переходите по ссылке, регистрируйтесь в мегабонус, активируйте кэшбэк на AliExpress и вперед за выгодными покупками. Но зато у Вероны огромные красивые студии и сотни учеников. Крупнейшая модельная школа. Уже была идея, что мы сделаем самую крупную школу моделей в России. Наша целевая аудитория где-то от 6 до 28 лет. У нас сейчас единовременно занимается 1500 человек. А сколько в месяц у вас новых приходят студентов? Новых мы записываем около 100 человек в месяц. Соответственно, за год получается 1200 человек где-то, да. Это получается, что Верона выпускает каждый год по 1200 потенциальных моделей. Теоретически школа получает по 100 тысяч рублей с каждой. Итого 120 миллионов годовой оборот. И вроде вы знаете, все хорошо, но меня мучает один вопрос. А модель точно должна платить? И так как я сама далека от модельного бизнеса, я решила задать этот вопрос кастинг-директору и бывшему модельному агенту Илье Вершинину. Илья, привет! Спасибо большое, что ты согласился дать комментарий сегодня. Я знаю, что ты в свое время работал на стороне модельного агентства, сейчас ты там перешел, работаешь на стороне уже заказчика непосредственно. Расскажи, пожалуйста, о своей профессии, так как то, о чем мы сегодня будем с тобой общаться, непосредственно связано, ну, скажем так, с модельным бизнесом и с обманом в модельном бизнесе, который сейчас активно процветает. Я занимался непосредственно развитием карьеры модели. Мы организовывали ей первые съемки и первые работы, в ходе которых она приобретала опыт. После этого мы находили ей контракты за рубежом. Ты, наверное, видел страничку, которую мы тебе отправляли, это Verona Models. Можешь как-то ее прокомментировать? В первую очередь, это не модельное агентство, это важно понимать. Оно пытается оперировать термины из модельного бизнеса, но оно не имеет ничего общего с модельным агентством. Это просто школа, которая оторвана от реальности, понимаешь? Ее основной бизнес не зарабатывать на моделях, не продвигать их на международные рынки, на локальные рынки. Их основной бизнес в обучении. То, чему они учат, судя по их странице, мало имеет общего с реальной моделью работы, то есть это такое представление о модельной работе. Мне не очень нравится то, чем они занимаются, потому что они, по сути, продают мечту маленьким девочкам чаще всего или их родителям за большие деньги, что ты придешь к нам, и ты станешь моделью. А это красивая мечта, поэтому это не очень честный, не очень красивый бизнес, на мой взгляд. Это такая теневая достаточно история. Тут нет как такового обмана. Я просто посмотрел сайт, ребята, они вроде не говорят там, что вы станете топ-моделью, если вы пройдете обучение. Они говорят, что вы начнете обладать навыками моделей. По сути, они не обманывают, это такой честный способ отъема денег у населения, что, в общем-то, тоже не есть хорошо, потому что они портят репутацию достаточно хороших, честных модельных агентств. По факту, если она подходит агентству, все эти навыки она приобретет абсолютно бесплатно, естественно. Вот я обращаюсь в модельное агентство. Должна платить какую-то денежку, за портфолио, за какое-то первичное обучение меня, может быть, за какое-то продвижение меня. Или же в нормальных агентствах ни о каких деньгах речи не идет. Я сейчас буду приводить примеры из такого условного идеального мира. Когда ты попадаешь в модельное агентство, мы в первую очередь заинтересованы в инвестировании в тебя как в модель, чтобы ты работал эффективно. Соответственно, мы авансируем все тесты, собственно, то, что и составляет твое портфолио. Мы авансируем, если это необходимо, размещение тебя в Москве, если ты из другого города. Все это авансируется со стороны агентства. Это не деньги, которые ты платишь нам, но эти деньги, которые вернутся в ходе дальнейшей работы. С будущих работ мы эти деньги можем задержать, и они будут компенсировать те расходы, которые мы потратили на старте твоей работы. Это абсолютно нормальная практика, она принята абсолютно во всех агентствах мира. Это наши риски и риски нашего бизнеса. Мы инвестируем в модель, но мы можем эти деньги и не вернуть, если девочка по каким-то причинам откажется работать в индустрии. Соответственно, эти деньги никогда к нам не вернутся. Слушай, хорошо, я же пришла без какого-либо опыта. У меня нету понимания, как я должна ходить по подиуму, я не умею позировать. Этому обучают бесплатно или же я должна прийти уже с каким-то опытом? Нет, этому, естественно, обучают бесплатно. Все знания, которые ты получаешь в модельном агентстве, либо бесплатно, либо на авансовой основе.
модель кэш никогда не платит за то, что она находится в модельном агентстве. Оказывается, в модельных агентствах всему учат во время работы. И модель не выплачивает кредиты на собственное обучение, сидя без единого контракта. Просто потому, что настоящее модельное агентство получает прибыль от сотрудничества с моделью. Находит ей работу, помогает в обучении и за это берет комиссию. Это смысл их деятельности. И пока мы мучили вопрос платить или не платить, забыли о самом очевидном. О прохождении кастинга. Подозрительно, но кастинг Verona Models похож на проходной двор. Так Verona предлагает пройти отбор онлайн всего за 3 минуты. Тут ты заполняешь анкету про цвет глаз и волос, а также указываешь имя и мобильный номер. После чего жди звонка. И дайте угадаю, кастинг проходят все. Как думаете, какой процент доходит до кредита? Вашей версии. 100 из 100? Или все? Вот одной моей подписчице, которая далека от модельного бизнеса, тоже постучалась в личку одна из таких школ. Говорят, готовы брать любых. Мы за таланты, мы за разнообразие. Недавно мне ВКонтакте написала девушка и сказала, что она представитель модельного агентства Ровати. Она написала, что они ищут новых лиц и предложила мне пройти кастинг. Мне это сразу показалось странным и создалось ощущение, как будто она написала первому попавшемуся человеку. Сайт, честно говоря, выглядел как сплошная замануха. Там только и говорили про кастинг и школу моделей. По сути, она сказала, что они могут взять любого человека с улицы. Ну, извините меня, это смешно. Ни одно нормальное агентство так не делает. Похвально, что такие агентства, как Verona и команда, берут всех кандидатов. Любого роста, возраста и размера. Я только за. Но совсем другой вопрос. Есть ли реальный шанс у этих людей найти работу в модельном бизнесе? Или у них есть только шанс платить бабки за лапшу на уши? Вот смотри, вот в эту модельную школу, как я поняла, берут всех. Но мы же понимаем, что все-таки для модели есть определенные параметры. И если девочка им не соответствует, лучше даже, собственно, и не обращаться. Или же все-таки стоит обращаться? То, что такая условная воронка входа в бизнес расширилась, это так. Если раньше у нас мы не могли представить, что девочка с ростом 167 может работать эффективно в модельном бизнесе, работать с большими клиентами, сейчас это работает. Но она должна обладать определенными внешними данными, которые на самом деле даже сложно подогнать под какие-то характеристики. Но, естественно, это очень строгий селект, понимаешь, в модельном агентстве. Мы не можем брать всех подряд, мы не обеспечим их работой. Когда я вижу там на сайте Вероны, нам подходят все от 6 до 28, можно уже только поэтому сказать, что, что за чушь. Это просто чушь. И при внимательном рассмотрении эту историю подтверждает и сама школа Verona. Помимо сайта школы, также есть сайт агентства Verona, где можно ознакомиться с моделями. В данном агентстве представлено 28 анкет. И посмотрите параметры. Девушки там от 15 до 24 лет, с ростом от 170 до 182 сантиметров. И, соответственно, все внешние данные на уровне. А теперь заходим на сайт школы и видим уже другую картину. Возраст от 6 до 28 лет. Готовы принимать учеников с любыми параметрами и ростом. Обещают диплом, профессиональное портфолио и возможность стать профессиональной моделью. Чтобы начать модельную карьеру в Москве и за границей. И ключевое здесь слово, друзья, возможность. А еще наверняка в честь пандемии обеспечили онлайн-обучение для всех. Видать, поток кредитов иссяк, а народ дома сходит с ума и хочет за 100 ходить по квартире на каблуках. Короче говоря, девчонкам льют в уши, что параметры не главное. Но по факту контракт заключают только с теми, кто все-таки подходит под стандартные параметры модели. Ну а потом девчонки заканчивают такую школу за бешеные бабки, у них в голове одна розовая романтика по поводу модельного бизнеса, они потратили кучу денег на бесполезные проходки и кривляния, приходят на реальный кастинг, и их там окунают фейсом в реальность. А реальность такова. Модельный бизнес – это вечная конкуренция и борьба. Быть моделью – ой, как непросто. Но никто же об этом не расскажет, пока вы платите 7 тысяч рублей за урок. Илья, можешь рассказать, пожалуйста, вот для, возможно, родителей, для молодых девчонок, вот на что нужно обращать внимание, если ты идешь в все-таки модельное агентство, чтобы вот так вот не попасть на обычные школы, которые с тебя просто выкачивают деньги? Первое, на что нужно обращать, если с вас просят деньги с самого начала, все, это не модельное агентство. Важно сначала оценить то, что в принципе есть на рынке. Вы заходите просто на сайт Инстаграм модельного агентства, смотрите, какие модели подписаны с этим агентством. Лучше проверить их Инстаграм-аккаунты, посмотреть, с какими клиентами они работают, насколько успешно они работают, с какими международными агентствами они работают, потому что это все говорит о качестве связей и репутации вашего материнского модельного агентства. В идеале, и это абсолютно нормально, написать нескольким моделям, представленных данным материнским модельным агентством, и сказать, вот,
как бы рассуждаю, хочу пойти работать, могла бы ты дать честную какую-то обратную связь, все ли в порядке. Девочки достаточно честно обо всем говорят. Опять же, смотрите обновления на сайтах, смотрите обновления в инстаграмах. Если там висят работы 3-летней давности, пусть и большие, ну, это говорит о том, что ребята за 3 года-то не особо продвинулись в своем менеджменте и в собственной работе. Приходите с позиции: не агентство нанимает меня, а я клиент, который выбирает агентство, которое будет меня представлять. Модель – это клиент агентства, это важно понимать. Это абсолютно нормально, просто в России, к сожалению, почему-то это не слишком принято. И теперь давайте проясним ситуацию в целом. К сожалению, реальность современного модельного рынка такова, что некоторым агентствам намного выгоднее вести курсы и продавать фотосессии для портфолио, чем за бесплатно продвигать модели, находить заказчиков, договариваться о перелетах и показах. А с обострением карантина и короны эта ниша стала приносить все меньше дохода. Именно поэтому и появляются такие школы. И, к сожалению, подобных школ немерено. Пока я искала информацию о Verona Models, наткнулась и на другие похожие агентства. Вот в комментариях мужчина пишет, что заплатил в модельной школе Iconic 180 тысяч рублей на обучение дочери. Курсы не подошли. Он написал заявление на расторжение договора, получил несколько выплат, а потом просто не нашел эту школу. Они съехали, табличку на двери в офисе сняли. Зато мужчина остался с кредитом на 150 штук. И дочкой, которая так и не стала моделью. И он уже написал целую кучу заявлений, все безрезультатно. Ведь к таким школам юридически не подкопаться. Они используют в рекламе обтекаемые фразы, ничего особого не обещают, клиент сам обманывается. Но если смотреть глобально, в самих школах моделей нет ничего плохого. Они имеют право на существование. Кому-то такие уроки могут быть даже интересны и полезны. Сегодня хореография, завтра актерское мастерство, послезавтра моделинг. Отлично, особенно если качественно. Но только при условии, что вам четко дают понять, что это кружок по интересам, возможность личного развития и место для приятного времяпрепровождения, пусть и за отдельную плату. А никак не обещание сделать из тебя настоящую супермодель вкупе с кредитной кабалой, с непонятным договором и бесконечным потоком лести. Это как, знаете, организовать за баснословный гонорар кружок кройки и шитья под видом, что с нами вы станете директором швейного цеха. Да, одно не исключает другое. Но все нужно называть своим именем и не вводить наивных детей и их родителей в заблуждение. Допустим, хорошая школа всегда находится при хорошем агентстве. Для этого достаточно вбить название агентства, посмотреть базу их моделей и посмотреть работы и показы учениц. Также, думаю, не нужно говорить, что реально хорошая школа не будет писать вам в личку и говорить о том, что рост и параметры – это не важно. А ты, раз такая красавица, приходи на кастинг, не стесняйся. Да и акцентирование внимания про предоставление диплома об окончании курсов так себе перспектива. Потому что когда такая девчонка придет в настоящее агентство к реальному скауту, диплом об окончании курсов – это последнее, на что вообще нужно ссылаться. Ведь ввести ее в курс модельных дел – это задача агента. Если у девочки есть потенциал, то агенты сами будут за ней охотиться. Друзья, на этом сегодня все. Я очень надеюсь, что это видео посмотрят девчонки и мальчишки, подростки, кому часто приходят такие сообщения там в Инстаграме, в Директ. А также я очень прошу вас показать это видео вашим родителям. Потому что иногда, знаете, как бывает, мы посмотрим, впечатлимся, потом посмотрите мое видео, поймете, а родители до сих пор остались под впечатлением. Родители могут вам, там, не знаю, может быть, не поверить. Поэтому обязательно покажите это видео своим родителям, чтобы и они знали правду. На этом сегодня все. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в новом видео. Пока-пока.